Видел я одного красного парня в окне церкви. Иди, проведай его. Тут кто-нибудь есть? Hello? Что за камин? Похоже, Невер был прав. Тут кто-то живет. Новые дали, новые задачи, огромный кусок неизвестности и очень-очень много тревоги. Как бы мне не хотелось это говорить, но да, друзья, мы попали в не самое радужное место. Место, где успели и спутника по имени Джон потерять, и найти нового... неприятеля-приятеля в лице уставшего старого ворона по имени Невер. Так, а где мы в итоге находимся? Давайте узнаем. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в новый сезон и продолжение истории под названием «Сердце Вселенной». Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в новый сезон под названием «Сердце Вселенной». Сезон, в котором мы... непонятно где. Окей, мы не унываем, давайте попробуем коротко разложить все по полочкам. Первое. Сезон начался с момента, как Джон, альтернативная версия Ложки, спас меня из пасти огромного зараженного скинтом монстра. Второе. Если Джон приземлился где-то в лесу, то меня вот закинуло в какую-то огромную церковную башню, в которой я научился паре крутых паркурных приемов, успел поразмышлять о том, куда меня занесло, и даже сразился с другими зараженными скинтом монстрами. Окей, здесь вроде все понятно. Но вот дальше третье. Мир, в который мы попали, это нетипичное измерение с лесами, полями, прудами. Это олицетворение самой пустоты, в которой существует некое подобие жизни. И именно в этом месте на нас напал еще один зараженный скинтом монстр. Огромный ворон. Вы, наверное, заметили, что я часто упоминаю заражение скинтом. Так вот, походу, это очень важная сюжетная составляющая. Составляющая, к которой надо постепенно присматриваться. Потому что даже здесь скинт. Здрасте. Использовать путеводный скинт. Так, погодите. Когда мы только-только сразили огромную птицу, она превратилась в обычную ворону-переростка. Как будто бы очистившись от заражения. Все бы ничего, но именно после этого очищения у ворона резко пропали планы убить меня. Он меня спасает от полчища чудовищ, и путем неведомо чего мы попадаем сюда. Вот, собственно, здравствуйте. Если верить ворону, который представился как Невер из Мора, мы находимся в царстве сновидений. Признаться честно, я запутался давно, но уверен, что нам объяснят все в ближайшее время. Пожалуйста. Надо как минимум понять, где Джон и где его искать. Так, у меня, получается, есть ржавый длинный меч. Это все ладненько. А вообще, кстати, одна маленькая, любопытная и, скорее всего, важная деталь. В предыдущей серии мы увидели, как ворон по имени Невер буквально магией создал этот остров. Но не просто магией, а редкой пустотной силой мироходца. Видите вот эти зеленые частицы? Да, это та самая пустотная магия. То есть, мало того, что перед нами мироходец, так еще и знающий нечто древнее и сильное. Кто ж ты такой, Невер? Поговорим? Откуда же ты такой любопытный, еродивый? За всю свою жизнь я не встречал в мире настолько любопытного юнца. За всю свою долгую и тяжелую жизнь. Эй, Невер, ты лучше ответь мне, когда ты превратился в чудовище? Чудовище? Карр. Я никогда не был чудовищем. Я был болен. Вообще-то, знаешь ли, про воплощение не принято спрашивать. В основном потому, что у воплощенных и не получится спросить. Юродивый! Господи, Невер, откуда в тебе столько сарказма? Сарказм? Нет, ничего подобного. За всю свою жизнь я знаю только одного развоплощенного. Именно мне не повезло им быть. Что? Почему это не повезло? Ты же сам говоришь, что ты был болен. Получается, я тебя вылечил. Как же ты любишь цепляться к словам, посмотрю. Карр! Ты когда-нибудь заболевал лихорадкой, Когда у тебя такой жар, что при вдохе раздирает легкие. Да в таком состоянии совершенно невозможно думать. Вот именно так же чувствуешь себя при воплощении.
Все горит, разум затуманен, есть только голод. Ты, может, и хотел бы остановиться, но вот только ты уже забыл, каково это хотеть чего-то, кроме чужих душ. Это жажда, она выжигает все, кем ты был. Неважно, кто перед тобой, если у него есть душа, для тебя это просто обед. Слушай, это звучит ужасно, но я все еще не понимаю, почему ты расстраиваешься, что я тебя исцелил? Я, потому что я все помню. Сейчас, когда рассудок вернулся ко мне, я помню каждое свое действие. И прячусь здесь, как последний трус. Я слишком слаб, чтобы убить себя. Слаб и когда был воплощен, и сейчас. Я думал, что ты принесешь мне долгожданное забвение. Но вместо этого я здесь. Из-за тебя. Ладно. Ты сейчас серьезно обвиняешь меня в том, что я тебя спас? Слушай, Невер, а как насчет смены темы? Я смогу привести в свой сон кого-то еще, кроме тебя? О, кстати, это предпосылка к Джону. Эй, Невер, как насчет смены темы? Много ли людей или, скажем, не людей в этом мире? О, да, вот это самое лучшее. Может быть, с кем-то еще удастся поговорить. В этом мире? А ты не... это многое объясняет. Невероятно. Что ты, о чем? Что тебе невероятно? Ты на вопрос-то ответишь? Ничего. Просто еще раз убедился, что ты юродивый. Что насчет других? Тебя интересуют невоплощенные, да? Видел я одного красного парня в окне церкви. Изначально хотел полакомиться им. Иди, проведай его. Может быть, он еще живой? Проведай? Подожди, а как? Если ты все еще не понял, путеводный скинт. Он позволяет душам, таким как ты, странствовать. Ага, путеводный скинт. Он питает, он заряжает. Путеводный скинт нельзя поднять, его нельзя переместить. Это редкость. Мало действующих в наше время осталось. Встретить незараженные кристаллы — большая удача. Хорошо, а что этот здесь делает? Юродивый! Мне-то откуда знать? Твой же сон, значит и скин твой. Ты же у нас из этих. Церковь. В церкви как раз есть еще один такой скинт. Ты сможешь отправиться туда? Да боже, как? С помощью путеводного скинта. Если уметь им пользоваться, то сможешь подключиться к каналу энергии, которые не обмениваются между собой. И тогда ты сможешь перемещаться от одного путеводного к другому. Их потому так и назвали. Только тех, кто мог бы ими пользоваться, почти не осталось. Большинство путеводных было заброшено, впоследствии заражено. Но ты, возможно, справишься. Возможно, очистишь. Ну, и чего же ты ждешь? Иди, оставь меня в покое. Мне нужно подумать. Какая странная птица, черт возьми. Слушай, а тебе Ты говоришь, что это мой сон, да? А как ты сюда попал? Я тебе как-то позволил сюда прийти? Так, ладно, получается, активируем боевой режим. Что? Торговать? Я могу торговать? Йоу! Так, подожди, нет, стоп. У меня тут еще какая-то стрелочка. Если у меня два взаимодействия рядом, то я могу выбирать, что мне взаимодействовать. Например, вот, путеводный скинт. Ух ты. Вау! Блин, как это круто сделано! Островок Невера. Встать.
переместиться. Так, островок Невера, переместиться. А, я сейчас могу только сюда. Во, заброшенная долина, подземная церковь. Так. Этот скин действительно такой же, как в моем сне. Плюс я смог попасть сюда. Да, видимо, этот скин не заражен. Надо попробовать поискать зараженные. В том замке я точно видел странный круг из кристаллов. Но... черт. Перед тем, как идти туда, Невер сказал, что видел здесь какого-то парня. А что, если это был Джон? Надо найти его как можно скорее. Из Невера информации вообще не вытянуть. А это место, оно какое-то уж больно стрёмное. Уверен, у Джона все окей. Он хотя бы примерно понимал, на что шел, в отличие от меня. О, Лолошка, ты чертовски прав. Пока что я до сих пор не понимаю, что я, кто я и... какие у нас задания. Так, вот, GDH, разыскать Джона. Это я понял, то есть нам нужно найти... окно? Невер буквально сказал, видел одного красного парня в окне церкви. Изначально хотел полакомиться им. Так, окно церкви. Это... Я понимаю то, что это церковь, но я не вижу окна. Хорошо, как я понял, мне нужно найти некое окно в церкви. О, стоп, что? Здорово. А вы что тут делаете? Пока он в воде, по-моему, на меня не ударит, да? О, имба. Обязательно собираем спарки. Уверен, на будущее пригодятся. Вот бы я убивал хотя бы за 2 удара, но для этого, видимо, нужен меч хотя бы не ржавый. Текс, окно. Здесь есть окно. Привет, ребят. Я, пожалуй, пропущу вас. Здравствуйте. У вас тут есть... окна ема! Тихо, тихо. Так, а могу ли я вот так вот? О, имба. А, не имба! Бежим! Черт, 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 плевать. Плевать. Тут же двери есть, кстати. Точно. Эти двери по-любому хоть какие-то да можно открыть. Фу. Сколько? 658 спарков. Сюда. Ну-ка, открывается. Нет. Открывается. Тоже нет. Вообще, как я понял, если что-то работает, то оно слева снизу появляется. То есть у меня... Что? Открыть-закрыть дверь? А, во, реально, тут дверь! Ну вот, кстати, это то, о чем я буквально только что говорил. Ну, давай зайдем в любом случае. Здравствуйте. Открылась. Всем привет. Тут кто-нибудь есть? Hello? Что за камин? Зажженный камин? Похоже, Невер был прав. Тут кто-то живет. А? Ой. Это Ой, что я вижу? Кто посмел врываться в мои покои? Офигеть. Багрянник. Что? Как ты смеешь? Никому не дозволено произносить название нашей расы рядом с такими низменными словами! Невероятно. Багрянник. Я все еще хочу это сказать. Я никогда не встречал такого маленького багрянника. Ты что, еще ребенок? Ребят, давайте немного поясню, кто такие багряники. Последний раз мы видели эту расу еще в сезоне «Голос времени», а до этого в сезоне «Идеальный мир». Это раса, которая, если прям супер коротко, живет войной. Ее цель как расы — порабощать все живое и высасывать из них волю и жизнь. На моей памяти был только один багрянник, который не высасывал жизнь и волю путем битвы. Это вот этот, Шангрин. По факту это был единственный багрянник, которого мы знали. И вот оно, впервые за все сезоны второй. Только он какой-то маленький. Я прошу прощения. Я ни в коем случае не хотел оскорбить великую расу. Эй, а что представитель такой великой расы делает в заброшенной церкви, а? Я думал, у вас там своя религия. Я никогда не встречал такого маленького багряника. Ты что, еще ребенок? Да как ты... Ты ничего не знаешь о нашей расе. А я вот очень люблю высасывать волю из таких самоуверенных болванов, как ты. Давно я не лакомился незаряженной волей. А твоя, судя по всему, еще и весьма сильна. Иди сюда. Эй! Стоп, 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 ты же ничего не высосал. Да-да-да, не надо меня. Может, поговорим? Чел. Не поговорим. О, господи. Кажется, на этот раз я нарвался не на какого-то тупого мутанта. Кстати, подожди, насчет мутанта. Он же не мутант. У него нет скинта где-то на шее, на подбородке. Ложка.
О, я вижу там кто-то. Ты что, реально призвал кого-то, что ли? Проклятое кладбище! Я не позволю этим тварям разрушить мою церковь! Но как только я разберусь с ними, я займусь тобой, не сомневайся! Да? Подожди, он реально пошел с ними драться. Обалдеть, ну и на меня-то тоже идут. Так, сейчас, ой, блин, боевой режим включаем. Сюда! Черт, а если я помогу тебе, ты, может быть, скажешь, что я крутой? У меня просто, видите ли, два варианта. Либо я помогаю ему, либо, мне кажется, более правильный вариант — валить отсюда. Блин, а спарков-то сколько зарабатывается? У меня уже 808. А он там тоже сражается, окей. Ладно, я помогу тебе, чувак! Они реально идут бесконечной толпой. Походу, у меня один только вариант — валить отсюда, чтобы он меня не нашел. Как минимум, мы понимаем, то, что тот красный человек, о котором говорилось, это не GDH. Слушайте, ладно, плевать, я пойду отсюда. Прости. Надежды найти в этом мире кого-то, кто был бы рад моему появлению, тают все быстрее. А красный парень, о котором говорил Невер, оказался действительно красным, а не оранжевым, как я надеялся. Ладно, остается только поискать путеводный скин в замке. Поверить не могу, что встретил здесь багрянника. Шангрина я едва помню. Воспоминания почти все утрачены. Но он говорил мне, что его раса крайне воинственна. Хе, не соврал, получается. Единственное, я не понял, почему он просто не подчинил мою волю, мою кровь. Насколько я помню, именно эта способность сделала багряников настолько опасными. Надо будет как-то навестить его. Может быть, у меня получится расположить его к себе, как и когда-то Шангрина? Если верить словам Невера и самого багряника, незараженных существ в этом мире очень мало. Надо дорожить ими. Это правда. Так, ну, короче, да, мне действительно нужно было просто убежать. И в итоге замок. Тот самый замок, где мы сможем найти зараженные кристаллы. Правильно понимаю? Привет, ребят. Я так понимаю, то, что вы постоянно спавнитесь. Я, наверное, лучше пробегу вас. Просто подскажите, где находится... Ага, а вот и круг из зараженного скинта. Это точно путеводный скинт, вот только, кажется, неактивный. И как же мне станцевать вокруг тебя, чтобы ты заработал, а? Так, ну, по крайней мере, у меня появилась кнопка «Использовать». Давай. Ух ты! Ложка, ты... О, да у меня талант к очищению. Надо было в уборщики идти. Так, значит ли это, что я теперь могу вернуться в сон через этот путеводный скинт? Надо попробовать. Обалдеть! А как ты это сделал? Лолошка, ты кто такой, блин? Почему нам каждый сезон умалчивают, откуда ты родом? Это явно супер важнецкая информация. Проверим сразу же. Монстр меня потерял? О, нет. Значит, монстры меня не теряют и не деспавнятся. Вообще, знаете, раз уж мы сейчас вернемся в сон, я думаю, то, что надо спуститься и выфармить прям много спарков. Эти спарки мне явно еще пригодятся. Так, над падением еще надо поработать. Попьем. Хорошо, 1118 спарков. Вот так пробежался по миру, собрал кучу мобов и убил. Здесь никого нет. Мало ли кого-то можно было бы еще побить, но окей. Путеводный скинт. Присядем на дорожку. Итак, тронный зал. Встать, переместиться. Переместиться. Измерение сновидений. Еще раз переместиться. Пошел процесс. О, а вот мы и здесь. О, спит. Блин, даже не знаю, будить его или нет. Я могу? Да, я могу с ним поговорить. Так, получается, если что, в любой момент я могу использовать путеводный скинт еще раз. Давай даже попробуем. Ну-ка. Да, то есть вот я нажимаю, и если что, у меня есть вариант встать, а есть переместиться. Если я просто посижу около этого островка, то вопрос, зачем мне просто посидеть? Я думал то, что у меня от этого восстановится фиал, но нет. Так, а еще, кстати, у меня земля есть, и я помню, что у Невера есть что-то в торговле. Слушай, прости, чувак, но... это самое... Поговорим. Эй, я смог очистить путеводный скинт. А что? Карл, ты ради этого меня разбудил? Серьезно? Дурак, дурак! Прекрати оскорблять меня. Как ты вообще спишь, если мы уже во сне? Юродивый! Ты материально находишься в сонном мире, материально! Ты тут материя, понимаешь? Юродивый! Да что ты можешь понимать?
Я экспериментировал, пока тебя не было. Сейчас. Та-да! Смог придумать, как делать дерево. Бери. Господи, какой же ты странный чувак. Чё, прям взять, что ли? Как? А, во, прям взять. Приноси мне спарки для моих экспериментов. Будет у тебя сон разнообразнее. О, ты погляди, ведь и правда. Та самая торговля. 16 земли получается за 100 спарков. А это что такое? Эксперименты? Итоговая стоимость 500 спарков. И, слушайте, я хочу купить. Эксперименты звучит как что-то экспериментальное. Купить. Спарки! 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 Эксперименты! Сейчас есть у меня одна идея. Трудно. Это было трудно. Что трудно взять? Железо. Плотное. Сложная материя. Сложная. Что, все? Ты создал мне кусочек железа за эксперимент? И зачем мне этот эксперимент? Ладно, возможно, на будущее это можно сохранить. А, так погоди, я же могу теперь и сундук создать. Я могу создать дерево! Ребята, 2-я серия. Это, по-моему, реально 1-й сезон, когда у меня за 1-ю серию не появилось ничего из инструментов, ничего из хотя бы верстаков, печек и так далее. И только сейчас я могу с чистой совестью сделать это. Далее создаем верстак, и мы можем поставить его куда-нибудь, ну не знаю, например, на этот остров. Невер сказал, чтобы я отстроился от него. Поэтому, допустим, вот так. Но, ты все равно подожди. Мы же можем с тобой поговорить, я правильно понимаю? Так, поговорить? Я не хочу жить. Не хочу. Ау. Слушай, может, еще поговорим? Кар! Понятно, глубоко. Еще? Запомни, во снах нет ни дня, ни ночи. Запомнил. Но в целом оно как будто очевидно. Так, еще? Тоска. Так, слушай, может ты еще что-нибудь дельное скажешь вместо того, чтобы горевать? Кар. Угу, действительно дельное. Хорошо. Хорошо. Тело восстанавливается во сне. Да. А я, кстати, не сплю, получается. Ладно, я, наверное, не буду тебя больше донимать. Давай поторгуемся. Ага, вот оно что. Я теперь могу покупать у тебя железо. Товар закончился. Эксперименты купить больше нельзя. Блин, а я-то думал, что я сейчас еще приобрету что-то новенькое, и он мне что-нибудь покажет. Но в то же время мы понимаем, я могу сейчас купить, например, у него немножечко земли. Далее купить у него немного дерева. Супер, потратить все спарки на это. И после этого хоть как-то немножко обустроиться. Потому что у меня ощущение, что вот это сновидение, вот этот мир, будем его так называть, еще сыграет свою роль. Скажу сразу, мне невероятно нравится все то, как это подается. Честно признаюсь, вот в 1-й серии, когда мы только-только начали, я сначала подумал, что неужели я буду вот так вот бегать, всех мутузить. Но нет! Как оказывается, геймплейная составляющая здесь куда шире, объемнее, и как будто она будет каждую серию раскрываться все больше. Как минимум, мы все еще не знаем, что такое старая книга. Страницы проели чешуйницы и кожиеды. Что сохранилось, заросло плесенью. Да, это наверняка что-то важное, и я это положу куда-нибудь в сундучело, который наконец-то могу сделать. Хо-хо. Здравствуйте. Фиал жизненной силы, кстати, взять нельзя. Все, видимо, он со мной навсегда. Эксперимент на всякий случай попробуем использовать. Не используется, тогда тупо убираем. Ну и раз уж вот это моя территория, наверное, стоит по этой территории немножко пройтись дощечками. Вот так вот. Чтобы хоть что-то напоминало дом. Да, возможно, пока смотреть здесь не на что. Но из парков, ребят, у меня нет. Я тупо бомж. Вообще, мне на самом деле очень интересно, как зайдет наше общение с Невером дальше. Потому что, что я могу сказать уже сейчас по 1-м сериям? Это существо, которое реально находится в какой-то супер глубочайшей депрессии. Если говорить еще проще, то перед нами старая птица, старый мироходец, который устал жить. Что ж, багрянник, пустотная магия, все еще непонятно где находящийся GDH, непонятные иконки,
который в будущем явно сыграет свою роль, все это про сезон под названием «Сердце Вселенной». Даже само название «Сердце Вселенной» — это название, на котором уже можно строить какие-то микродогадки, но давайте скажу главное. Мое имхо, я доволен, невероятно, мне супер нравится то, каким сделали Майнкрафт. Правильно ведь говорят, Майнкрафт это песочница. И в Майнкрафте все заканчивается только лишь твоей фантазией. Если у тебя этой фантазии много, Майнкрафт никогда не закончится. Не забывайте, пожалуйста, ставить ваши лайки, не забывайте подписываться, а на этом мы будем постепенно заканчивать. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка, Невер, Багряник и мое сновидение. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.